1 сентября всех электросамокатчиков обяжут получать номера на свои электросамокаты, придется регистрироваться через госуслуги, и государство будет знать, какой электросамокат кому принадлежит. И все для того, чтобы следить за тобой внимательнее, чтобы выписывать тебе штрафы, и чтобы за любую твою оплошность сразу тебе прилетел штраф 1000 рублей. Мало того, в отдельных регионах перед поездкой обяжут тыкать в приложении о том, что ты куда-то поехал и зачем ты поехал. Ну, то есть ты открываешь госуслуги, такой, я поехал на электросамокате, вот поехал туда-то. И все. По-другому никак. Все, мы под колпаком. И самое интересное, это не просто слова, это действительно написано в законопроекте Минтранса. Но тут, как обычно, не все так просто. Давайте разбираться и копать глубже. Смотрите видео до конца, потому что самая важная информация будет именно в конце ролика. Многие в комментариях писали, и многих это очень волнует, потому что кучу СМИ понесло информацию о том, что 1 сентября все запретят, все будет плохо, но откуда это пошло? Изначально Минтранс выпустил законопроект аж в сентябре 2024 года. Цель проекта — создать систему учета для средств микромобильности, чтобы государство хочет уйти от того, что самокат непонятно кому принадлежит, непонятно кто на нем едет, и можно творить всякое беззаконие. Отчасти к этому толкают очень сильно курьеры, потому что курьеры ездят по дорогам во всех плоскостях, каких только можно, лево-право, диагональ, встречка, не встречка, пригорок, пох, и так далее. И вот это напрягает. Плюс синие боты, которые тоже любят покататься на электросамокатиках, на шерингах, на арендных, и никто за этим никак не следит. И поймать таких людей довольно сложно. Следовательно, нужно сделать так, чтобы люди знали, что нарушение будет наказуемым. Ну, собственно, я автомобилист, у меня есть машина, мотоцикл, и мне приходят штрафы просто в госуслуги, если я вдруг где-то превысил скорость. Там, где разрешено ехать 40, я почему-то еду 240, и приходит штраф. И главное, что все это будет через госуслуги. Госуслуги у нас существуют довольно давно. Они есть у всех на телефоне, на компьютере, все к ним подключены. Там у всех через них что-то могут стырить мошенники, если вы код скажете, никому не говорите код, который вам придет. Государство подумало об удобстве, чтобы у нас было все это просто и комфортно. Зашел в приложение, вбил пару буквок, сделал фотографию, все. Погнали. Зачем это нужно? Опять же, для безопасности. Это раз. Чтобы безопасность чья? Окружающих и пешеходов. Чтобы если пешехода сбил самокатчик, самокатчику потом дали люлей. Чтобы при ДТП, если едет пьяный самокатчик, врезается в машину, помял в машине там бампер, разбил фару, поднял самокат и свалил в закат. И как его найти? Вот, нереально его найти. А если на самокате есть номерная табличка, то этот номер кто-то увидел, либо городские камеры это увидели и отследили. Потом, очень важно, чтобы несовершеннолетние не ездили на самокатах. Я думаю, тут не стоит ничего пояснять. А также, чтобы контролировать мощные электросамокаты, чтобы контролировать курьеров. И самое главное, чтобы была автоматическая фиксация. Рано или поздно мы все придем к китайской системе, где у тебя есть баллы рейтинга, где за тобой большой брат следит за тобой, и все фиксируется автоматически. Если ты кинул окурок мимо урны, то это зафиксировалось. Если ты поднял на заднее колесо самокат, тоже сразу зафиксировалось. Сразу зафиксировалось. Не, подожди, а это для всех свыше какой-то мощности или даже самые маленькие такие дешманские самокатики там? Для всех. Вообще любые? Любые. Ну а что делать? То есть у тебя есть электросамокат, и то, что попадает под определение электросамокат, об этом чуть позже. То есть там есть нюанс по поводу мощных электросамокатов, смотрите дальше, там есть важные аргументы. Во-первых, СИМ разделили на несколько категорий. Есть обычные велики, есть велики с мотором до 250 Вт, есть электросамокаты и СИМ, электросамокат и мопеды. Мопед, он больше 250 Вт, но меньше 4 киловатт и имеет сидушку. Это очень важно. Поэтому если на вашем электросамокате стоит сидушка, то он легко попадает в категорию мопедов. Если сидушки нет и вы стоите, то там уже сложнее доказать, что это мопед. Это очень важно. Всем унитазникам придется насторожиться. Какая сидушка?
Какие ваши доказательства? Тут вот вопрос. Есть как бы аргументы за, есть аргументы против. Аргументы против — это то, что у нас получается очень избыточный контроль над электросамокатами. Мы просто берем статистику, что у нас ДТП с обычными автомобилями 14 тысяч летальных случаев в год. Просто 14 тысяч человек каждый год умерло на машине. И 50-100 человек на самокатах. И почему-то автомобилистам не нужно каждый раз заходить в госуслуги и говорить, что я поехал на работу. Нет, самокатчики сами могут самовыпиливаться совершенно успешно, потому что они ездят без шлемов, без защиты и летают со скоростями там около 50 км в час, а как мы знаем из видоса Ланкары, смертельный удар головой об асфальт на скорости 18 км в час. Мы бежать можем быстрее. Задумайтесь. Think about it. Не просто так все стантеры в касках ездят. К тому же, есть еще проблема в дополнительной бюрократии. Вопрос в том, насколько хорошо это будет работать, насколько реальным это будет, и не получится ли такой истории, что ты заходишь, хочу зарегистрировать свой самокат, а тебе говорят, ой, извините, мне не надо недельку, мне надо ехать сейчас, ты выходишь из дома, а там дяденька полицейский из-за угла такой. К тому же есть вопрос. Что делать со старыми самокатами, которые у нас очень давно? К тому же есть самодельные электросамокаты, которые тоже вот как их регистрировать. И вопрос в контроле. То есть, ты можешь взять, зарегистрировать электросамокат свой, как Xiaomi на 250 Вт, прилепить на Dualtron на 10 киловатт наклеечку от Xiaomi 250 Вт. И да, может быть, у тебя есть этот Xiaomi, он стоит дома, но наклеечка на Dualtron висит от Xiaomi. И, следовательно, когда ты едешь по тротуару со скоростью, не знаю, 60, 70, 80, 120, камера фиксирует, что ты едешь на Xiaomi, и все в порядке. Она не выписывает тебе штраф за то, что едешь по тротуару на мопеде. Потому что, Dualtron может считаться мопедом. Тоже не ясно. А если ты это сделал случайно? У тебя 3 самоката, 4, 5, 10 самокатов. Ты все их регистрируешь. Ты их все зарегистрировал, взял эти наклеечки, разложил, пошел, наклеил на каждый самокат нужную наклеечку. И ошибся случайно. Так бывает, что ты Xiaomi с Dualtron перепутал. И ты вот так вот наклеил эти 2 наклеечки. Большие штрафы, они исключают возможность ошибки. И ты очень боишься совершить эту ошибку. Так сработала, даже парковка в Москве, не настолько большие штрафы. То есть 5000 это очень неприятная сумма, которую не хочется платить просто так. И поэтому все очень четко бдят за тем, когда они завершили эту парковку, когда они включили, сколько времени осталось до парковки. Я завожу себе таймер на телефоне, чтобы не пропустить окончание парковки. И все потому, что, 5000 не хочется платить. Есть тут порог, при котором ты просто откажешься в эти правила играть. Поэтому надо штраф так ставить, чтобы это было наказанием, Это вот очень хорошие мысли. Как только это перестает быть удобным, никто не будет этим пользоваться. И получается, что у нас... Что по итогу? Что получается для обычного человека? То есть он покупает электросамокат, пошел в магазин, купил электросамокат. Потом ему нужно его сфотографировать, зарегистрировать его на госуслугах, внести все данные этого электросамоката, мощность, модель, марку, год выпуска, что-то такое еще. Получить этот учетный номер, распечатать его, разместить на электросамокате. Вопрос еще, где его разместить на электросамокате? Не все электросамокаты предназначены для этого. То есть, либо колхозить какую-то табличку, либо все скажут, что надо на рулевой деке размещать, на рулевой стойке размещать. Что делать с существующими электросамокатами, которые были куплены до этого числа? То есть до 1 сентября 2026 года. Предусмотрен переходный период. В течение полугода до 1 марта 2027 года поставить на учет этот электросамокат. То есть внести данные в реестр и прикрепить номер. Кстати, про права. У нас по-прежнему остается в законе дыра с тем, что электросамокаты приравнивают к мопедам. Если у электросамоката мощность больше 250 Вт, а 250 Вт в нашей реальности это очень мало, то при должном стечении обстоятельств и при должной силе нарушения электросамокат приравнивают к мопеду. И уже по всей строгости закона, как за езду без прав, без документов, на технике не предназначены. На технике предназначены, но без прав, без документов.
и уже по полной строгости закона. Потому что для электросамоката и велосипеда там за пьяную езду 1500 штраф. А за пьяную езду на транспортном средстве, моторизированном, типа автомобиль, машина, мотоцикл, мопед, там уже, по-моему, 30-ка. То есть штрафы большие, сильно больше. Это грубое нарушение. Да, это грубое нарушение. Но даже грубое нарушение на велосипеде без мотора, оно 1500. Те самые злосчастные 250 ватт. Можно же сделать так, чтобы у тебя был хоть киловатт, но при этом ограничение скорости на 25. Ну, есть регионы, в которых очень сильные уклоны, большие горки, и есть просто объемные люди, которых не вытягивают 250 ватт никуда. Приделать вот эту вот небольшую формулировку, что мотор отключается на 25 км в час, и все. А там какой уже мотор? Неважно. Хоть киловатт поставь, но многим это будет жизненно необходимо. Так-то пешеходы ходят со скоростью 4-5 км в час. И вы, получается, вы едете в 5 раз быстрее пешехода. Это все равно, что вы бы на МКАДе ехали 500 км в час, когда весь поток движется 100. Это серая зона, потому что никто не понимает, а легален самокат, нелегален самокат. То есть вроде бы все сейчас ездят на самокатах. Почти все электросамокаты, все шеринговые электросамокаты больше 250 ватт. Там почти киловатт в моторах. Они большие, тяжелые, и им, чтобы самих себя передвигать, нужен мощный мотор. Но почему-то их никто не трогает, потому что у них есть система GPS, они тормозят где надо, они ограничиваются где надо. Почему не сделать это к обычным самокатам? То есть есть у нас закон, что СИМ не может ехать больше 25 км в час. Ну хорошо, давайте они не будут ездить больше 25 км в час. Но мощности. Вопрос его задач. Просто я знаю кучу людей из наших комментариев, кто говорит о том, что любит самокат за как раз вот это удобство, что это простой такой транспорт, вот он должен ехать там типа километров 20, подскока, знаешь, что ты можешь просто спокойненько на работу доехать. Ты понимаешь, что он недорогой, удобный, не нужны права. Для людей это запара получать права. Хоть я считаю, что нет, это не запара, нужны права всем. Ну просто все это придет к тому, что это будет настолько неудобно, как в Китае сейчас хотят все мопеды запретить. Да, я полностью с этим согласен, и это крайне печально. И 1 сентября нас, скорее всего, именно это и ждет. Но есть один маленький нюанс. Давайте мы сейчас все вместе объединимся и сделаем как бы вид, как будто вот эта правда, она не такая, какая сейчас на самом деле. И все в комментариях будем писать: «Во, в конце просто жесть». Но ни в коем случае не пишите, что именно я скажу сейчас. Так вот, этого закона нет. Просто не существует. В 2024 году Минтранс выпустил законопроект. Но все СМИ подчерпнули, что вот с 1 сентября 2026 года все будет запрещено, все нужно будет регистрировать. И маленькое слово «проект», оно просто затерялось среди красивых и ярких заголовков. На самом деле ничего этого нет, и ничего не вводится 1 сентября. 1 сентября вводятся другие штуки для тех, кто продает эти электросамокаты. Там нужен будет честный знак, товарный этот и сертификация техники. Да, это тоже повлияет на самокаты, но не в такой степени. То есть все то, о чем сейчас все кричат, все паблики сейчас просто разрывает от этого не существует. Понимаете, законопроект, когда он появляется, он должен пройти 3 стадии согласования. Первая стадия, когда выносится на общественное обсуждение законопроект. И все его обсуждают, дорабатывают, придумывают. Все. Вот он вынесен. Вот. И как раз таки вот этот проект именно на этой стадии. И в этом проекте откуда взялась цифра 1 сентября? О том, что в этом проекте подразумевалось, что вся эта система заработает 1 сентября 2026 года. И у людей будет полгода до 1 марта, чтобы зарегистрировать свою технику. Это подразумевалось в проекте. Это не жесткая дата в уже готовом законопроекте. После обсуждения законопроект должен пройти еще несколько стадий согласований и подписаний. Этот проект не прошел пока ничего. Поэтому ничего нет. Вообще ничего. Но это не значит, что этого не введут. Если этот проект не ввели сейчас, это не значит, что Минтранс просто передумал
Или нет, они по-прежнему занимаются разработкой этого проекта, они по-прежнему придумывают, и рано или поздно что-то подобное введут. Вопрос только что, когда и в каком виде. А в каком виде вы хотите, чтобы это было? Потому что, объективно это нужно. Нужна какая-то система и более понятные правила для электросамокатов. Пишите в комментариях. Опять же, пишите в комментариях только важные вещи. Не пишите, что я сказал. Пишите свои мысли по поводу того, какой должна быть система, которая будет отслеживать передвижение электросамокатов и как она должна выглядеть. И как вы считаете вообще, нужна она или нет? Или пускай эти самокатчики бьются, все равно много. Подумаешь, одним больше, одним меньше. И на этой хорошей ноте